Привет, друзья! Снова с вами Антон. Очень рад вас опять видеть у меня в гостях. Раз уж вы тут, то значит, я все-таки научился сегодня делать классический французский майонез. Самый настоящий, самый правильный, самый распространенный, самый вкусный из французских соусов. Насчет самый вкусный, кто со мной не согласен, можете этот вопрос в комментариях под видео обсудить, только учитывайте, что я приду не один. Ну, почему самый французский и самый все остальное? Ну, французский, потому что его, естественно, французы придумали. А самый быстрый, самый простой, потому что в майонезе в базовой версии там всего 2 ингредиента. Там яйца и масло. Что там еще может быть проще? Знаете, иногда кастрюлю с водой тяжелее закипятить. А самый простой, потому что по одной из версий майонез готовится буквально секунд за 15. Вот давайте мы сейчас с этого способа и начнем, чтобы было как бы что в руках повертеть, пока я тут буду сказки вам рассказывать. И, значит, для этого варианта нам понадобится вот такой вот погружной блендер. Вот, и такая вот чашка для погружного блендера. Обычно они вместе продаются, эти чашки никто не использует, их обычно или выкидывают, или они валяются где-нибудь там в шкафу. Ну, есть причина, почему они вместе идут. Если у вас такой чашки нет, очень важно, чтобы вы нашли какую-то посуду, в которой вот эта рабочая поверхность вашего блендера по диаметру, чтобы она ровненько-ровненько подходила, или чтобы зазор здесь был минимальный, как можно меньше. Это будет очень важно, кстати, я это объясню через пару минут. Берем, значит, такую чашку вот. Добавим туда яйцо, добавим туда еще французской горчицы, ведь майонезик французский будет, надо, чтобы горчица французская была. Добавим туда немножко соли, закрываем это все блендером, заливаем это все маслом. Ну вот, майонез и не получился именно так, как я и хотел. А почему я так хотел? Ну, во-первых, это мне даст возможность вам сказать, что майонез не получается только у тех, кто не знает, что такое майонез. Во-вторых, это мне даст возможность вам рассказать, что такое майонез, чтобы у вас никогда больше это не случалось. И в-третьих, я использую этот поломанный майонез, чтобы вам рассказать, как вот это вот исправить. Ну, а теперь мы подбираемся к самому интересному, очень простому, единственному вопросу. Майонез – это жидкое вещество или твердое? Мы берем жидкое яйцо, добавляем туда жидкое масло, все это как бы соединяем вместе. У нас что получается? Вот это жидкость или это твердое вещество? Ну, долго я вас мучить не буду, дорогие мои, это гель. Ну, зависит, как приготовить, это может быть гель или это может быть эмульсия. Какой майонез. Это, кстати, эмульсия масла в воде. Вот, господа химики, если кто разбирается, может кто-нибудь все-таки объяснит мне в комментариях, каким это образом эмульсия масла в воде, если там воды чайная ложка, а масла литр. Я понимаю, что это как бы правильно все, как бы в голове как-то не укладывается. Знаете, это не простая эмульсия, а это специальная очень эмульсия, в которой малюпусенькие такие микроскопические частички масла очень стабильно подвешены в нужном определенном количестве воды. Вам муха, кстати, не режет такое выражение, стабильно они подвешены, знаете, как сленг из 90-х звучит, что мы типа спецами там стабильно на теплотрассе зависаем. Значит, нам надо масло разбить на малюпусенькие такие микроскопические частички и смешать с водой, да, и получится майонез. Давайте попробуем. Берем, значит, вот какую-нибудь банку, чтобы было удобно так. Наливаем туда масло, наливаем туда воды. Вот у нас получается такая вот смесь. Давайте ее агрессивно вот так вот смешаем. Видите, у нас получилась такая очень интересная такая белая жидкость, в которой масло разбито на микрочастички и смешано с водой. Но это как бы не майонез. А почему это не майонез? Потому что эта взвесь, она нестабильна. Видите, как масло отталкивает от себя воду и притягивает другие маленькие частички масла. Они становятся больше. И в конце у нас получается масло однородным слоем вместе все. И отдельно у нас однородным слоем тоже вместе вода. Происходит это потому, что масло – это известный гидрофоб, то есть оно боится воду, то есть оно всегда будет отталкивать воду и будет к себе притягивать другие частички масла. Вот как мы это видим вот на тарелке. Для того, чтобы получилась эмульсия, нам надо такое вещество, которое будет притягивать как бы и масло, и воду, да, и будет их фиксировать в определенной позиции. А такое свойство веществ называется амфифильность. Нам надо такое вещество, которое заставит воду и масло вступить в неравный союз. Сотку можете сюда не засовывать, потому что в еде вам это не поможет. Амфифильность очень просто можно объяснить на примере моего канала. Не только он как бы притягивает ваши лайки, но если вы не подписаны, он еще притягивает ваши подписки, так что кнопочку нажимайте. В пищевой промышленности самым известным таким веществом является лецитин. Лецитин это такая длинная, большая, такая жироподобная молекула. У нее есть такая типа голова и хвост. Главное, хвост. Это очень просто. Смотрите, вот это у вас вода. Вот здесь у нас вот микрочастички такие вот масла, которые мы вот разбиваем механическим путем. Мы только-только вот это сделали, у них еще не было времени соединиться назад. И в эту секунду мы сюда запихиваем лецитин. Как большая молекула, у нее голова такая. Она сразу же бегом цепляется к воде. А у лецитина еще очень длинный такой хвост, который воду ненавидит просто. И этот хвост, он торчит в другую сторону вот так. И получается, что вот эти капельки масла, которые здесь, они не могут соединиться. Вы понимаете, что лецитина здесь это не одна молекула, там их миллиарды. И получается, что здесь
вот такая вот трехмерная такая структура. А с этой стороны, например, у нас еще одна вода есть. И от этой воды точно так же прикреплен лецитин, который торчит и блокирует это масло. И это масло, оно не может слиться в большую кучу, и как бы, потому что там такая вот сетка получается. И оно блокирует маленькие капельки масла в этой сетке. И получается стабильная структура, которую мы называем майонез. Ну а где же больше всего лецитина? Лецитина, естественно, больше всего в яичном желтке. И там его настолько много, что на одном яичном желтке можно сделать до 20 литров майонеза. Да, люди уже тестировали в лабораторных условиях. Одно яйцо вам сделает около 20 литров нормального классического французского майонеза. Вы, кстати, можете спросить, зачем мы добавляем горчицу в наш майонез? Ну, во-первых, она добавляет вкус. Но во-вторых, кроме вкуса, горчица покрыта снаружи, семена горчицы, они снаружи покрыты такой слизью. И эта слизь, она является просто шикарнейшим эмульсифайером. Майонез, кстати, можно вообще без яиц сделать. Поэтому многие из моих коллег, когда они объясняют, как готовить майонез, они говорят, что яйца – это самое главное в майонезе. В майонезе яйца – это абсолютно не самое главное. Самое главное, что вкус добавляет в ваш майонез – это масло. Итак, для того, чтобы получился майонез, нам нужна вода, нам нужен эмульсифайер и нам нужен жир. Смотрите, вода, эмульсифайер здесь, жир здесь. Все. Сейчас я вам объясню несколько очень важных, критических просто моментов, которые абсолютно надо соблюдать, иначе ваш майонез не получится. Это очень-очень просто. Так, мы берем какую-нибудь посудину удобную, берем венчик, берем яйцо. Чтобы сделать майонез вручную, это сложнее всего. Чем меньше в вашем майонезе воды, тем легче будет его превратить в эмульсию. Поэтому вода у нас где? Вода у нас в белке, мы белок отсюда убираем. Значит, берем только желток. И теперь следующий очень критичный просто момент. Когда вы начинаете готовить майонез, масло в него надо добавлять, ну, прям микроскопическими дозами. Ну, вот четверть чайной ложки. Да, ну, 2 капли. Пол чайной ложки, меньше даже, ну, четверть, 1/8 часть чайной ложки. Почему? Просто логику включите, что вам будет легче разбить на миллиард капель. Пол чайной ложки жира или ведро жира. Очень просто. Пол чайной ложки жира нам гораздо проще разбить на малюпусенькие капельки. Нам гораздо проще засунуть эти маленькие капельки механически вот между вот этими хвостами этого лецитина. А когда уже наша эмульсия пошла, когда вы тут добавляете больше масла, вот эта эмульсия, она будет работать, чтобы это масло превратить тоже в эмульсию. Потому что самый сильный эмульсификатор – это уже готовая эмульсия. Теперь, кстати, вам должно быть понятно, почему очень многие из моих коллег рассказывают про так называемый парадокс майонеза. Чем больше в него добавляешь жидкость, тем он становится гуще. Это же все просто, ребята. Смотрите, у вас здесь вот эта сетка из этого лецитина, да? Вы сюда запихнули ваши маленькие такие вот капельки вашего жира, да? Потом вы берете механическим путем запихиваете еще сюда, в эту же самую сетку, это остается то же самое. А вы сюда больше и больше и больше добавляете этого жира. Поэтому эта сетка, естественно, она будет плотнее, 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 поэтому ваш майонез будет гуще и гуще. Ну, кстати, если вы густой майонез не любите, всегда туда можно добавить там пару капель воды, может пол чайной ложки воды, может чайную ложку воды. И всегда можно сделать ваш майонез жидким, то есть как вам больше нравится. Так он могла делать ваша прабабушка, или еще, кстати, ютуберы так очень часто его делают, знаете, там... Вот так, сфоткай меня, красиво получается. На канал не забывайте подписываться. Я, знаете, я люблю более механизированные способы приготовления майонеза. Вот, например, погружной блендер или вот этот кухонный комбайн, вот, который там стоит. Или вот такой вот, например, вот миксер. Да? Я вам сейчас покажу, как делать майонез в блендере, вот в таком вот большом. Но теория абсолютно то же самое. На таком вот кухонном комбайне я делать не буду, потому что туда надо... где-нибудь 3-4 яйца, и там 2 литра майонеза получится, куда мне его девать потом. На вот таком вот обычном блендере можно сделать майонез с 2 яичными желтками, поэтому вот закидываем туда 2 яичных желтка, включаем наш миксер, и точно так же, как и в ручном варианте, по капельке добавляем туда жир. Когда вы заметили, что эмульсия уже пошла, масло можно начинать добавлять быстрее, точно так же, как и в ручном способе. И теперь добавляем масло до такого количества майонеза, которое вам надо. И если майонез получился очень густой, просто добавьте немного воды. Я как бы по профессии не химик, так что вы меня в комментариях не убивайте, тут, если я себе позволяю вольности какие-то с терминологией. Надеюсь, что я правильно и подробно до сих пор еще объясняю, так что если есть какие-то вопросы, обязательно пишите. Теперь давайте вернемся к нашим коровам, то есть к тому майонезу, который я сломал в самом начале видео. Надеюсь, теперь вы немного более понимаете то, что произошло в этом стакане, почему я его сломал. Видите, так получается, что для майонеза нам надо вода и жир, ну и лецитин, чтобы их вместе связать. А все остальные добавки, вот туда вот мы добавили там дижонскую горчицу, мы можем добавить туда какую-нибудь кислоту, вот лимонный сок или уксус, например. Это все уже, там соль та же самая, это все просто дополнительный вкус добавляет в ваш майонез. Поэтому, когда вы смотрите на какой-то рецепт майонеза, вы не смотрите там на пропорции, да, потому что технологии вы уже знаете. Вы смотрите на то, какие они специи по вкусу добавляют в свой майонез, и точно так же себе делайте обычный майонез, добавляйте в него в эти специи, шикарно все получится.
В этом способе приготовления майонеза есть два супер критичных момента, которые надо обязательно соблюдать, иначе не получится ничего. Как я уже говорил, головка вот этого, рабочая поверхность вашего блендера по диаметру должна быть очень близко к той посудине, в которой вы его делаете. И во-вторых, яйцо и все элементы вкуса должны полностью покрывать ножи блендера. Видите, как вот здесь вот. Почему? Как я и говорил в самом начале, масло надо добавлять в яйцо и воду в минимальных количествах, для того, чтобы легче было разбить каждую капельку масла на миллиард маленьких частичек. И на микроскопическом уровне это достигается вот такими вот, видите, масло не достигает наших ножей до того, пока ножи не начали крутиться. Из-за того, что у нас маленькое расстояние между стенкой стакана и ножами, между ними возникают вот такие вот маленькие водовороты, видите? И масло достигает ножей в минимальных количествах, и эти ножи разбивают это масло, вот как они крутятся очень быстро, они разбивают это масло там на миллиарды маленьких частичек, которые потом, естественно, запихиваются вот в эту вот сетку лецитина, и получается майонез. И третий, кстати, пункт, он не очень важный, но я хотел про него поговорить, потому что очень многие из моих коллег, они говорят, они даже упирают, они даже настаивают на определенных условиях приготовления майонеза. Например, все говорят, что яйца должны быть свежие, тогда у вас типа получится майонез. Если не свежий, он не получится. Или, допустим, все говорят, ингредиенты все должны быть одной температуры, иначе не получится, да? Ну, во-первых, получится или не получится майонез, зависит от того, следуете ли вы технике приготовления майонеза или вы не следуете. Знаете, если вы делаете 3 ведра майонеза, вам будет большая разница, свежие у вас яйца или нет. Потому что лецитин, когда он свежий, он, естественно, не порванный, он цельный, он одной структурой, он хорошо работает. Когда он немного полежал несколько недель, этот лецитин, он там порвется, это длинная молекула, знаете, он немного испортится, некоторые из них порвутся, то есть у него КПД не будет такой же, как у свежих яиц. Ну, это ни на что все равно не влияет. Если вы делаете для себя дома этот майонез, если вам надо там сделать там 300 граммов его, свежесть яиц на это не влияет никак. Второй пункт – разница температуры ваших ингредиентов. Если вы это делаете механическим способом, с помощью блендера или с помощью миксера, температура ваших ингредиентов ни на что не влияет. Поверьте мне, сами протестируйте, попробуйте, сделайте супер холодное масло, теплые яйца или наоборот, там холодные яйца, теплое масло, никакой разницы. Механическим способом, блендером все это отлично получается, ребята. Не верите мне? Сами попробуйте, и вы прекрасно увидите, что все это отлично работает. Ну и самый последний, как я обещал, как исправить вот этот майонез, который сломался. Я надеюсь, что вы воды туда не добавили. Если вы ваш майонез добавили в воды, то, к сожалению, вы с этим ничего не сделаете. Эту жидкость надо будет для чего-нибудь другого использовать. Не знаю, попробуйте там найти какие-нибудь рецепты для этого. Если вы воды сюда не добавляли, если здесь строго, значит, яйца и масло, то просто думайте про вот эту жидкость, как будто бы это растительное масло. Все. И теперь возвращайтесь к технологии приготовления майонеза и сделайте новую партию майонеза и используйте вот эту жидкость, как обычное растительное масло, чтобы сделать этот майонез. И все. Возьмите 200 граммов растительного масла, возьмите одно яйцо и блендер. Ну, сделайте себе майонез. Серьезно, 10-15 секунд у вас будет замечательнейший, шикарнейший домашний майонез. Хотите его сделать на любом другом каком-нибудь растительном масле? Ну, пожалуйста, делайте на это масло. Я делаю на рапсовом, потому что в нем никакого вкуса нет. Но можно туда добавить там и чеснок, сделать айоли, например. Можно добавить туда другие какие-нибудь ингредиенты, там лук, можно сделать миллион других всяких разных соусов, потому что, так как майонез это основной соус французской кухни, это вам должно говорить про то, что у майонеза есть десятки, даже сотни других всяких производных соусов, которые из него можно сделать, или можно сделать по этой же технологии. То есть, открывайте книжку, смотрите, какие там есть там другие соусы, например, там Оландез, Биарнез, там неважно, там их сотни этих соусов. И попробуйте их сделать. Они все очень шикарно, они все очень вкусные, они все получаются, у вас замечательно все получится. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, пожалуйста. Алгоритму на YouTube очень сильно нравится, когда вы лайки ставите. Я просто в восторге каждый раз, когда вижу ваши лайки. Очень люблю читать ваши комментарии. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. У меня будет очень много интересных видео. На сегодня все. Надеюсь, что увидимся очень скоро. Всем пока. Знаете, у меня тут теперь литр майонеза. Не знаю, что с ним делать. Может, снять эпизод про 10 там самых классных соусов, которые можно сделать на основе... Нет, 10 жирно будет, наверное. Наверное, сделаю 5.